Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это видео подходит всем, у кого асцендент или восходящий знак находится в рыбах. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Сейчас буду рассказывать ваши психологические качества, бескорыстные интересы, ваши приоритеты, ценности, как вы выглядите, ваш типаж и внешность, и как реагирует на вас окружение, как реагируют на вас незнакомые вам люди, и что вам нужно делать для того, чтобы все двери, в которые вы хотите постучаться, они вам открывались, и случались события, которые нравятся и хочется, чтобы с вами случались. И да, во второй части видео буду рассказывать про совершенно другую сферу нашей жизни. Это седьмой дом, это дом брака и партнерства. Да, напротив асцендента всегда есть противоположность наша, которая является тоже нашей частью большой. Это дисцендент, это седьмой дом, дом брака, партнерства, отношений, дом нашей публичности. И вот уже начинают понимать, да, что не только брак, не только брачные отношения идут по седьмому дому. И да, вот часто вы мне пишете и говорите: мне по асценденту какой гороскоп смотреть. Ребят, ну, если события влияют на асцендент, то они точно так же влияют и на дисцендент, потому что аспекты у нас парные. И это два наших таких основных качества жизни, как мы проявляемся вовне и как мы проявляемся в наших любовных отношениях, как нас считывают наши вторые половинки, как мы себя там ведем, осознанно, неосознанно. Но, ребята, будем разбираться. И да, если вы представитель асцендента в рыбах, тогда вы производите такое впечатление романтичной натуры. Неважно, мужчина или женщина, управитель асцендента вашего Нептун и Юпитер. И здесь, конечно же, еще многое будет зависеть от положения этих планет, в каких напряженных они аспектах или в гармоничных в вашей натальной карте. Если в гармоничных аспектах, тогда, конечно же, вы натура романтичная, вы натура творческая, вам хочется постоянно что-то сочинить, это либо письмо, что-то писать, изобретать в плане мыслей, да, либо это художественные таланты, либо это музыкальные таланты. И здесь нужно понимать, насколько вам это нравится, насколько вы хотите сделать это своей профессией. Бескорыстные интересы асцендента в рыбах – это, конечно же, творчество любое, вы к этому тянетесь. Это психология, познать весь мир, знать ответы на вопросы, на которые большинство-то людей не задумываются даже, а вот вы задумываетесь. Хочется объять необъятное, сделать так, чтобы всем жилось хорошо по любви, потому что Нептун, управитель рыб, это высшая октава любви, любовных отношений. Но опять же, если в вашей натальной карте Нептун находится в напряженных аспектах, тогда это, скорее всего, в вашей жизни случаются несчастные отношения, отношения с, возможно, даже трагичным сценарием, отношения с замужними, с женатыми. То есть это сложные отношения по жизни, когда вы ищете себя и вы не понимаете, в чем вопрос, но об этом я расскажу во второй части видео. Сейчас, конечно же, про то, как вы проявляетесь. И вот если вы проявляетесь со своей творческой стороны, если вы проявляетесь, конечно же, в своей внешности. Внешность здесь тоже любовь к романтизму, выглядеть лаконично, выглядеть непредвзято, то есть это такая легкая походка, это без напряженных моментов, слегка могут быть припухлости на лице, просто потому что человек расслаблен. И вот когда мы утром просыпаемся, мы расслаблены. То есть может быть вот такой романтичный, глубокий, томный взгляд, который все понимает, да? Растворяетесь в пространстве, вас могут в принципе не увидеть, потому что вы гармонично сливаетесь с толпой, с людьми на улице, особенно в картинной галерее вы себя чувствуете хорошо.
И да, конечно же, если вы в жизни вот такой романтичный, вот такой интересный и очень многое знаете, потому что противоположность вашего асцендента — это дисцендент, и он у вас находится в Деве. Это совершенно противоположный знак, который требует от вас для общения с людьми, для построения таких отношений на века, для построения широкого круга людей, да, вам необходимо, конечно же, потому что основные принципы Девы — это тяга к знаниям, фундаментальным, сложным, точным знаниям. То есть это хочется во всем разбираться, то есть это хочется коммуницировать в том числе, потому что управитель Девы — это Меркурий, и если асцендент в Рыбах, в принципе, и одному хорошо, и на природе хорошо, и отдыхать хорошо, то дисцендент в Деве здесь нравится учиться, нравится что-то изобретать, нравится общаться с людьми, коммуницировать, выстраивать отношения, но при этом не просто абы как отношения. Здесь отношения подбираются с точки зрения полезные или не полезные, нужные или не нужные. И уж здесь получается, что асцендент в Рыбах, вот такой душа нараспашку, хочется всем все рассказать. Кстати, если вы обладатель асцендента в Рыбах, то все остальные люди почему-то думают, что можно к вам подойти и ни с того ни с сего, даже если не знакомы с вами, можно просто начать с вами разговаривать. У вас типаж внешности такой, вы располагаете доверительным отношением, поэтому люди с асцендентом в Рыбах могут быть хорошими психологами. Это люди, про творчество уже говорила, но когда хочется поделиться на какие-то высокие темы, и за это будет не стыдно. Поэтому если к вам на улице в незнакомых местах подходят люди, которых вы не знаете, это абсолютно нормальная история, ничего такого в этом нет. Просто вы располагаете к беседе, к общению, как будто у вас сейчас что-то спросишь, и вы дадите нужный совет. То есть вам можно спокойно, легко довериться, и тяжести от этого не будет. И здесь хочется сказать, что вот эта очарованность, некая идеалистичность в характере совершенно не бьется с дисцендентом в Деве, потому что дисцендент в Деве, конечно же, вы видели в интернете очень много различных видео, как про Дев говорят, что это принципиальные, вредные, занудные. Есть в этом и плюсы, и минусы. В том числе в каждом знаке зодиака есть и плюсы, и минусы. И если мы будем смотреть на асцендент в Рыбах, то минусовые качества как раз-таки это состояние депрессии. Все зависит от Нептуна и Юпитера, в каком состоянии они находятся в натальной карте. Если они напряженные, то тогда, если Нептун напряженный, то тогда здесь состояние депрессии, состояние каких-то зависимостей, постоянно хочется вариться в иллюзиях, в изменах, это алкоголизм даже может быть в принципе, да, то есть если нет нерабочий Нептун в натальной карте, то здесь могут быть и проблемы со зрением в том числе, потому что такой вопросик большой от Нептуна — это когда мы не хотим видеть мир, какой он есть на самом деле, и есть небольшие вопросики со зрением, или большие, человек носит очки, да, то есть это вот такая история. Здесь иллюзии, самообманы, притяжение не тех партнеров, и вот эти отношения со страстью, казалось бы, и кажется, что они доверительны, но нет. Если напряженный Нептун в натальной карте, нужно с этим разбираться. Если же Юпитер напряженный в натальной карте, то вам хочется постоянно куда-то уехать. Это с асцендентом в Рыбах. Хочется постоянно уехать, словно сбежать, словно не сидится на месте. Особенно если Юпитер в 9,
в 12, в 11 доме, постоянно хочется куда-то, лишь бы не быть там, где дом, например, где семья, где родители, потому что очень много вопросиков, непережитых моментов родом из детства. Если хочется сбежать от второй половинки куда-то, значит, очень важные вопросы нужно разобрать в отношениях, да. Если хочется сбежать с работы, то нужно вообще, в принципе, рассматривать, а там ли вы работаете, там ли вы, вот в этом ли месте вы должны быть, да, совпадает это с вашей натальной картой, потому что если я загляну в вашу натальную карту, то все те, кто находится с асцендентом в рыбах, да, то у вас, скорее всего, второй дом попадает в Тельца. Ну, бывает такое, что в Овна, в Близнецы, да, но большая карьера в Стрельце, в Козероге, то есть это если мы смотрим 10-й дом. Но самое важное здесь, конечно же, это 7-й дом, потому что 7-й дом это очень важная история, которая разбивает все иллюзии напряженного Нептуна и Юпитера. Почему? А потому что напряженный Нептун – это иллюзии, которые мы сами себе даем. Напряженный Юпитер – это когда мы постоянно конфликтуем, мы пытаемся доказать кому-то правду, но правда, она у всех своя. И такой гармоничный асцендент в рыбах вообще, в принципе, никому не доказывает ничего. То есть это состояние души гармоничной, легкой, когда понятны все вопросы в мире, то есть вы все знаете, у вас с этим все нормально, вы никак с этим, вы переживаете, естественно, глубоко, но не хочется каждому на каждом шагу это рассказывать. И вот здесь вступает в силу десцендент в Деве. Это как раз-таки, когда нужно во всех этих вопросах разбираться. То есть нужно разбираться в вопросах общения, коммуникации. То есть не нужно сидеть на месте, нужно передвигаться, путешествовать в том числе, не потому что доказать, а потому что хочется в этом разобраться, хочется это видеть, хочется это познать, но десцендент в Деве, он заземляет. И здесь, вот смотрите, асцендент в рыбах – это такая романтичная натура, сверхромантичная для настоящего земного мира, да. И вот здесь десцендент в Деве говорит о том, что отношения нужно строить четкие, понятные, нужно понимать, мне с этим человеком как, про что вообще в принципе жить, да, как мы будем, на что жить, на какие средства, прокормит ли меня моя работа, да, то есть нужны ли это люди в моем окружении или только вредные привычки от них у меня появляются, да, или я растворяюсь настолько в этом окружении, теряю свой стержень и не могу вообще понять, как мне идти жить дальше. Но здесь есть очень много подводных камней, потому что вот так получилось, что все люди, рожденные, вот, которые сейчас живы, меня вот смотрят, да, то есть это с 1945-го, окей, был у меня как-то человек, писал 49-й, 48-й год, да, были у меня такие комментарии, помню. Так вот, округлим с 1945-го, кто меня если смотрит, то с 1956-го у нас сложные планеты, такая как Плутон, и рядом к ней подгребает Уран и Нептун в том числе, да, деструктивные планеты, которые могут очень сильно на нас влиять и заставлять нас проживать события, которые нам не очень бы хотелось прожить, но тем не менее мы все растем и развиваемся, и с этими событиями родились, воспитывались и живем сейчас, да, становление нашей личности проходит. Так вот, с 55-56 года Плутон находился в знаке Девы, чувствуете, да, то есть и если управитель вашего 7-го дома находится, ну, то есть в Девы, то Плутон, вот если он начал с Дев, и у вас, тогда получается, что у вас в 6-м доме находится Плутон, да, с асцендентом в рыбах. И получается, что вы, в принципе, а если там еще находится и Уран, что в принципе вполне возможно, да, тогда получается, что вам хочется в этом мире сделать что-то полезное для людей, вам хочется людям помогать. То есть вот такая установка, можно сказать, даже самоотверженности, потому что очень выдающиеся, например, хирурги живут с таким положением, да,
когда необходимо как раз-таки понимать, чувствовать. То есть здесь врачебная история, помогать людям в том числе, да, здесь история разбираться в большем, в глобальном. Если же у вас все эти сложные планеты Уран, Плутон, Нептун находятся в 7-м доме, в доме брака, отношений, то здесь, конечно же, тогда вы личность большого масштаба, да, то есть здесь вам не получится иметь такую какую-то скромную жизнь. У вас, во-первых, вас в принципе вот так вот много, да, внутри, вам хочется с людьми об этом поговорить, у вас такой богатый внутренний мир, опыт, багаж. Естественно, если вы этим занимаетесь, этими планетами, да, то получается, что с 1970 до начала 80-х Плутон в весах. И, естественно, это история 7-го дома или же уже 8-го. Все зависит от широты, где вы рождены. Да? То есть есть долгота, есть широта. От места зависит размер астрологического дома. Если же у вас эти планеты, вы родились в 80-х, у вас асцендент в рыбах, то у вас эти планеты попадают в 8-й дом, дом трансформаций, когда необходимо в себе прокультивировать всю силу этих планет, и у вас вообще такая большая, мощная история для трансформации, изменения мира, очень много знаний, накопленного опыта, и вы, в принципе, можете зарабатывать очень много денег. Здесь по 8-му дому идут спасатели, в том числе все антикризисные менеджеры, все те люди, кто в катаклизмах очень хорошо разбираются, ну и вообще очень крупные финансисты, между прочим. Про 7-й дом не договорила, что если у вас все это большое, мощное, астрономическое, астрологическое добро находится в 7-м доме, тогда у вас на горизонте большой, мощный такой брак. И здесь нужно эту историю понимать, что вы родились в 70-х, и если у вас, вы пишете мне в комментариях, почему разваливается мой брак, потому что вы, скорее всего, притянули себе очень мощного партнера, примерно плюс-минус такие же показатели. И, например, если у вас управитель 7-го дома, а это Меркурий, находится в 6-м доме или в 7-м доме, то здесь прямое указание на то, что вам нужно вкладываться в этот брак. То есть чем больше вы терпения, знаний вложите в брак, в эти отношения, тем устойчивее будет брак. Можно, конечно, развестись, найти себе другого партнера. Вопрос, надо ли оно вам, потому что астрологический сценарий такой же. То есть если управитель 7-го находится в 7-м или в 6-м, то брак это как работа. Ну вот так, ребят. Если управитель 7-го находится в 8-м, то брак это как трансформация, это как ваш такой большой мощный проект совместный, где вы можете совместный бизнес иметь, можете поодиночке иметь бизнес, но вы в браке растете, и каждый развивать может и свое дело, и общее дело, и поверьте, сил у вас хватит. Вы можете мне сказать, что нет у вас сил, нет. В 70-х, в 60-х родились мощные личности, как говорится, было бы желание, но многие почему-то сдаются, расходятся и потом остаются в таком, я бы сказала, одиночестве, потому что дисцендент в Деве к выборе последующих партнеров относится очень черство. Уже я вроде как здесь все знаю, мне вроде как здесь уже все понятно, чего я здесь не видел, то есть без розовых очков. И тогда получается, что вот этот романтичный, притягательный и манкий асцендент работает уже не так. Уже меняется такая социальная маска, понимаете, замещение приходит. Если вы родились в 80-х, в 90-х с асцендентом в Деве, то у вас все эти мощные планеты, конечно же, находятся в Скорпионе и в Стрельце, и эта история, она, я не скажу, что она, ребята, плохая, она история большого личностного роста. Вот я сейчас астопроцессор отматываю, здесь нужно учиться, на этом зарабатывать, это познание очень больших мощных информационных проектов, да, то есть это 80-е и 90-е, и когда нам
ну, то есть если вы в 80-х, в 90-х родились, это как раз когда нам говорят, что образование тлен, оно не нужно. Ну вот те, кто родились в 80-х, для того, чтобы все-таки развиваться, проснулись в какой-то момент и поняли, что компетенций мне для жизни, для заработка не хватает, и я иду и расту дальше. И здесь такая очень важная история, ребят, что все-таки асцендент в рыбах – это основная история того, что вторая ваша половинка, вторая ваша часть находится в Деве, то есть десцендент Деви. Это уже история прознания, это уже история обучения, коммуникации, договариваться, умение договариваться. И здесь момент таких больших глубоких смыслов, что для того, чтобы качественно жить с асцендентом в рыбах, нужно, конечно же, понимать и отсеивать нужную, ненужную информацию, важных и неважных людей, нужные контакты, те самые отношения, без розовых очков, да, потому что если напряжены управители асцендента, здесь могут быть сбиты фокусы по жизни, здесь могут быть иллюзии, здесь могут быть обманы, здесь могут быть ну, скелеты в шкафу в том числе, в личной жизни, точно так же и в общественной деятельности, да, поэтому нужно понимать, в какой дом у вас попал управитель как раз-таки асцендента. И да, очень важен для вас Нептун, очень важно для вас, конечно же, общественное мнение, скажу, что да, но в основном основная история того, что все те люди, кто родились с асцендентом в рыбах, это история того, что ваше становление, скорее всего, проходило без участия ваших родителей. Ну, то есть жили себе и жили, родились, как-то выжили, воспитались, потому что с большей долей вероятности у вас четвертый дом, он находится в близнецах, это когда родители вроде как есть, и их вроде как и нет, а хотелось бы, чтобы они были, да. Пятый дом у вас находится в раке, скорее всего, с большей долей вероятностью. И здесь, конечно же, тот опыт большой, который есть у вас в жизни, накопленный лично вами. Вот и получается, что поколения людей с асцендентом в рыбах и с десцендентом в Деве, это те люди, которые путем проб и ошибок воспитывают себя сами, учатся сами зарабатывать деньги, учатся быть теплыми, приятными, гармоничными, учатся быть хорошими мужьями и женами. Не просто вот мы с тобой вместе выживаем, а хочется еще и родителями классными быть, да. И пятый дом, если попал у вас в рак, то это история как раз-таки, когда хочется семью, комфорт, потому что у вас ее такой теплой не было. Вот, собственно, поэтому люди с асцендентом в рыбах и пытаются пробиться. Все сложные планеты находятся над горизонтом, то есть снизу в прямом смысле пустота, когда спасибо, что родились, поблагодарили родителей. И да, люди с асцендентом в рыбах очень часто притягивают к себе в жизни какие-то сложные истории, в которых нужно разобраться, и уже потом происходит становление личности. Да? Не впадайте в иллюзию, не впадайте в сложные любовные отношения. Посмотрите, если в вашей натальной карте Венера находится в соединении, в квадратуре или в оппозиции с Нептуном, это история сложных любовных отношений, в которой необходимо иметь такую большую мудрость, понимание, глубину и реально, подобно девьему десценденту, четко и грамотно разбивать все иллюзии, посмотреть на человека и сказать: так мне же врут. Действия и поступки не стыкуются с реальностью. То есть здесь нужно четко иллюзии своего асцендента разбивать. Поэтому это есть и благо, это есть и какие-то сложные моменты в жизни, с которыми приходится вот бороться, да, приходится убирать вот эту иллюзорность. Ну, если же у вас Марс напряжен Нептуном, то здесь тогда ваша мотивация требует больших усилий,
здесь моменты ответственности, моменты построения своего личного плана. Только это поможет что-то развить в жизни, потому что есть тяга к лени. К лени, отсутствию дисциплины. Марс в соединении и в напряженном аспекте с Нептуном — это сложное идет продвижение по жизни. А если второй дом попал, второй дом — это дом денег, попал в Тельца или в Овна, с большей долей вероятности это так почти 100%. Здесь без действий вообще очень сложно дается заработок денег. Да, асцендент в рыбах размывает, дает вот эту ленность, но необходимо браться за себя, за свою жизнь, за спорт, потому что если второй дом попал в Овна, а это те деньги, которые сложнее всего людям с асцендентом в рыбах зарабатывать вот эти простые деньги на каждый день, вот перешагнуть какой-то рубеж первый, повыше подняться, потому что вот это отсутствие дисциплины. Выстраивайте план, вписывайтесь в спорт, чтобы быть дисциплинированными и раскачивать свою вот эту историю. Конечно же, если вы вот этот скачок сделаете из лени, выстроите и начнете действовать по плану, включите свой дисцендент, когда вот мне говорят, что мне вот только асцендент, вот мне вот любовь, брак, вот это вот ничего не надо. Да, ребят, ну как не надо? Четкость, планомерность с пониманием и ответственностью — это дисцендент у вас работает, он вас вытягивает. И здесь нужно это понимать. И вот когда вот этот свой такой маленький, но огромный скачок сделаете, другие финансы, которые вы хотите, чтобы у вас их было очень много, а у вас их будет очень много, у вас способность есть. Все те, кто родились с 1950 по начало 90-е, у всех в натальной карте Нептун в прекраснейшем аспекте в секстиле с Плутоном. Это аспект больших, просто огромных денег. Представляете, просто сколько десятилетий людей родилось с этим аспектом, и лишь мало кто добивается того самого успеха. Поэтому людям с асцендентом в рыбах сложнее всего начать действовать планомерно, четко. Результат хоть маленький, по чуть-чуть каждый день, но вытягивает здесь именно дисцендент в Деве. Присмотритесь к этому знаку, к своему дисценденту. Возможно, вы не настолько ворчливы, возможно, ваш партнер не настолько противный, что заставляет вас действовать, потому что мы всегда притягиваем себе партнера согласно нашего дисцендента. И цените его за это, потому что он является тем объектом, субъектом в вашей жизни, в вашей натальной карте, который заставляет вас двигаться вперед. Очень часто мы не любим вторых половинок за то, что они наступают нам на те грабли, которые мы не хотим видеть, мы их тщательно обходим, как-то лавируем. А наша вторая половинка всегда нам на это указывает, и мы доходим до точки кипения, начинаем злиться, уходить в себя. Не надо так делать, но асцендент в рыбах уходит в какие-то зависимости, иллюзии, розовые очки надевает. Не надо так делать. Давайте планомерно вперед и развивайтесь. И тогда большое глобальное развитие, оно придет. Оно не может не прийти, но вот самое начало, это же, конечно же, дисцендент, наши отношения брачные, партнерские, тогда и в обществе будет строиться все как надо, планомерно. Да, может быть медленно, но верно, но еще раз говорю, вот это самое начало снизу, вот так подняться, планомерность выстроить и получать результаты, и тогда уже другой рост, он придет совершенно, как так сейчас любят говорить, в легкости, естественно, тоже не без труда, но уже совершенно на других эмоциях, с полным ощущением и осознанием, что это то, что вы всегда хотели, и это так, как вы хотели, и профессия у вас такая, какую вы хотели. Про профессии не все сказала, как зарабатывать, потому что в скором времени выйдет большое видео по каждому знаку зодиака, финансовый гороскоп называется, это мой вам подарок к нашей осени, которая будет в 2025, ну и на всю жизнь, как говорится. Ну что, дорогие, если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео, я постараюсь на все ответить, но при этом указывайте свою дату, время.
место рождения и вопрос, ребят, потому что я общую информацию рассказала, а все, что вас интересует лично, ну я не настолько эмпат, у меня всего лишь асцендент в раке, уж не настолько, не настолько. Ну что, ребята, всего доброго, увидимся.